Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию обзор знаменитой камеры Axis P1447LE. Axis — это шведская фирма, компания, которая в принципе придумала IP-камеру. И сейчас мы будем вам рассказывать про одну из их моделей. Камера P1447. У Axis есть три линейки камер: серия P, серия M, серия Q. P — это что-то среднее, M дешевое, Q дорогое. Что касается маркировки, 1 — это то, что камера цилиндрическая, 4 — номер серии, дальше 4 — это текущий номер, 7 — это разрешение от 5 до 8 мегапикселей, L — инфракрасная подсветка, и E — это кожух уличного исполнения. От нас немножко. Камера Axis хорошая, но дорогие. В принципе, платя за камеру Axis, вы платите в большей степени за бренд. То же самое, что в смартфонах есть телефоны Samsung, а есть подешевле. Вы понимаете, что Samsung тот же по характеристикам такой же, как и прочие китайские телефоны, но он будет стоить всегда дороже. Давайте посмотрим сейчас на обустройство коробочки. Как видите, Axis знает, что они Axis, они особо не парятся с цветом коробки, с оформлением и тому подобное. Обычная картонная одноцветная коробка. Что находится в ней внутри? Так, тут краткая документация. То есть вот как мы видим разновидность серии камеры. Тут указан паспорт на нее. Стандартная просто упаковочка. Есть метки для разметки на стенах, чтобы повесить эту камеру, установить уже на стене. То есть есть бирки маркировочные, тут серийным номером, чтобы опознать эту камеру. Далее, если она выйдет со строя, отправить ее в сервисную В общем, службу. вы всегда можете взять на макулатуру и заработать денег. То есть стандартный набор шестигранник, звездочка, то есть уплотнительные кольца. Это для входа в уплотнительные кольца патчкорда. Камера довольно-таки неплохо упакована в мякушечке. Все как полагается. Коробочку убираем. Мякушечки для транспортировки. Все, болты закреплены, чтобы при транспортировке она не вертелась, не крутилась. Таки неплохо. Видим, закрывается здесь все плотненько, чтобы нигде не вышло, ничего не поцарапало нам при транспортировочке. Это снимем, посмотрим на камеру. Тут все, объективчик четко видно. Далее так называемая нога камеры, в которой находится коммутация камеры, куда подключается все у нас. Мы видим некоторые детали. Собственно, сама камера, так называемый стакан для камеры и крепление для какой-то поверхности, вертикальной или горизонтальной. На камере есть у нас вход Ethernet. Камера питается по POE, только по POE. У нее нету тут входа внешнего питания 12-24 вольт нету. Видим вход для SD карты. Видим выход, нет, это точнее вход аудио для микрофона. Кнопка, или тревожные выходы. Тревожные, да, вот релейные выходы. Чем хороша эта камера? Тем, что можно включить микрофон и пользоваться как аудио, так и видео. Вот данным входом. И кнопка Reset сброс камеры. Так как бывает, камера приходит с завода уже, почему-то, мы до сих пор не понимаем, уже установленные IP-адреса. Приходится сбрасывать камеру, так как мы не знаем IP-адрес камеры и ее логин и пароль. Важное замечание, есть похожие камеры Axis P1425, P1435, так вот крепления от них не будут подходить к этой камере. Будьте внимательны. Да, у них уже стаканы разные. Кроме этого, эта камера имеет степень защиты IP67 и IK10. Это при наличии нормальных толковых монтажников. Да, тут все указано, да. При монтаже обязательно нужно затягивать болты все по диагонали, начиная по диагонали. Вы так уплотняете полностью крепление камеры в стопорное кольцо, вот это уплотнительное. И далее уже там вода и влага уже не попадет, пыль. В нашем случае это пыль, часто мы с ней сталкиваемся. Вот она сюда, если при правильном монтаже, она сюда не попадает. Это очень важно смотреть при монтаже. Что еще хорошо в этой камере? Корпус выполнен из пластика, что нам ограничит всевозможные наводки по поверхности, куда мы можем ее подключить. Да. Также камера довольно-таки легкая, то есть монтажник на высокой лестнице или люльке, он не будет прилагать особых усилий, чтобы ее поднять или держать при монтаже и тому подобное. Переходим к настройкам нашей камеры.
Как видите, камеру мы уже берем существующую, которая стоит на одном из промышленных объектов. В принципе, ничего сложного. Обычный хром кушает спокойно интерфейс этой камеры. Для особых сетов есть белая или темная темы. Настройки в этой камере, как видите, уже интерфейс новый. В отличие от старого Акса, который больше похож на пульт управления космическим кораблем. Итак, что мы видим в меню? Нажимаем наши настроечки и наблюдаем. Стандартная насыщенность, контраст, яркость, четкость. То есть мы как раз попали на такие сумерки. Поэтому камера для камеры это очень плохое время дня. Дальше. Камера это варифокальная, что еще один очень большой плюс. С помощью варифокала мы можем как зумировать изображение. Фокус при этом наводится автоматически. Так и просто настраивать фокус вручную. Да, потому что уменьшает трудозатраты людей, не надо залазить на камеру, уже настраивать. То есть установили, направили куда нужно уже, а далее уже можно уже на программном уровне. Ее Да, главное настроить угол обзора, а дальше уже делает оператор за компьютером. Настроечка VDR, которая как может использоваться, так и может не использоваться. Ну, каждый свой подход к этой штуке. Кто-то любит, кто-то нет. Да, данная функция очень Дальше. интересная. Здесь же мы можем включить ИК-подсветку. Или при необходимости ее выключить. Как видите, порог у нас сейчас темный. Поэтому камера пока еще для нее светло, она включать ничего не будет. И здесь же мы можем при выключенной подсветке поставить максимальное время затвора. То есть открываем затвор на меньшее время и видим вот что. Да. Ну, остановимся на более других значениях экспозиции. Кроме того, здесь есть диафрагма, уровень экспозиции. Следующая настройка поток, наше разрешение камеры, частота кадров FPS, технологии ZipStream, чистая фича компании Axis, которая позволяет уменьшать место на сервере хранения данных. Наш битрейт. Дальше камеру можно всегда повернуть. Это защита от нерадивых монтажников, которые любят вешать камеру вверх ногами. И здесь же можно включить звук. Если есть микрофон. Сейчас на данный момент его там нету. Кроме того, мы можем всегда сделать наложение, создать. Кроме того, в Axis есть прикольная штучка в наложении. Мы можем выводить любую информацию. Вот, например, мы сейчас вывели битрейт в мегабитах. А вот в килобитах. И есть специальные справочники для этого. Вот он вашему вниманию. Можете ознакомиться. Ну, это мы пока уберем. Следующая настройка звука. При наличии микрофона. В принципе, довольно-таки нормальное количество всяких настроек. И усиление есть, и уровень. Дальше. ПТЗ. Для нее нужно создавать зону. Зона просмотра. Есть такая интересная штучка. Создаем зону просмотра. Настраиваем. Включаем в ней ПТЗ. И мы уже можем эту камеру в обычном интерфейсе, не заходя в настройки, зумировать, приближать, настраивать фокус или точку автофокусировки. Да, сразу уже можно Да. с То браузера есть, управлять да, камерой. то есть очень камера по сути статическая, но видите, что мы можем управлять ее. Легкая ПТЗ. Да, легкая ПТЗ. Ладно, удалим эту настроечку. К этой камере, поскольку это серия P, поэтому особо не будет много примочек в виде приложения. Есть только обычный стандартный Video Motion. И самое главное, в настройках системы вы можете настроить язык всегда. Можете настроить какие-то сетевые настройки, дату и время. Дальше всевозможные сертификаты, протоколы ONVIF. Не все системы работают с ONVIF без создания здесь пользователя ONVIF. Обратите внимание на этот момент. Дальше также вы здесь можете создать любые пользователи с определенными правами. Здесь же можно настроить порты ввода-вывода. И дальше уже на этой камере сделать любую там устройство сигнализации.
И самая главная вкладочка – это обслуживание. Перезагрузка, восстановить заводские настройки, а также обновить ПО. Более точные настройки мы уже можем выполнять вот в такой себе подразделе нашего меню. То есть, примерно, настройки сети. На этом все. Камера не дешевая, но камера хорошая. Всем спасибо за внимание и до свидания.